Хотел быть тем, кем я в итоге стал. Отношения более качественные между организацией и игроками. Я лучше стака даже в теории на русском языке не соберу. Всеми командовал. Каждый раунд я знал, что мы будем делать или как мы будем делать. Я не хочу говорить, что там шансов много или шансов мало. Я просто хочу быть уверен в команде, и все, для меня этого достаточно. Стать чемпионом – это самое нужное. Поехали. Можно? Что-то у меня здесь тоже, походу, батарейка села, да? А у всех все нормально, да, было до Да. этого? 4 человека идеально записались. А вы знаете, потому что у меня аура, она на технику минусовая. У Серьезно? меня все ломается. У меня холодильник сломался, монитор сломался, машина сломалась. У меня просто все. Пиши каждого своего тиммейта одним словом. Данила – кабан. Джойстик – усатый. Always – кремень. Пашок – кудрявый. Паша – тролль. Джойстик – киборг. Шепард – камень. Данила – добряк. Джойстик смешной, Always умный, Шепард мудрый, Пашок прикольный. Always критик, Шепард скрытный, Данила позитивный, Паша дурачок. Ну, чтобы он не обиделся в хорошем смысле. Это ничего негативного. Джойстик – дубина. Просто дубина. Ну, и в хорошем, и в плохом смысле. Дубиной можно и больно ударить, но дубину как бы можно и дубиной можно вот замахнуться сильно и себя еще как-нибудь ударить. То есть, ну, дубина такая джойстик. Данила Боров конкретный. Ну, тоже. Тут как получится. 50 на 50 такие ответы будут. Это и хороший ответ, и плохой, соответственно. Данила Боров. Шепард просто каменный. Каменный вот этот ебало, смайлик с острова Пасхи, это вот Шепард. И Always, я не знаю, мне хочется сказать, что Always легенда конкретная. Ну, наверное, пускай так и скажу. Я просто не придумал больше. Как ты думаешь, каким словом они описали тебя? Если хорошим, то, наверное, смешной тоже. А если плохим, то, наверное, злой. Ты злой? Ну и бываю. Если меня разлить, то злой. Если не злить, то добрый. Сухарь. Не знаю, камень. Хохотун какой-нибудь. А, нет, они сказали, что я тролль. Они 100% сказали, что я тролль. Сначала мы встаем с командой, просыпаемся, там, делаем все свои дела, идем разминаться в ранкеде, потом играем 6 карт праков, и все. Вот мой идеальный тренировочный день. Проснуться, взбодриться чашкой чая, размяться, потренироваться. Очень часто бывает, режим нарушается. И там бывает очень часто там просыпаешься прям к самому праку. Просто я заметил такую фишку, то что иногда прям перед самым пробуждением как будто намного меньше нервничаешь и в игре. Вот. Короче, как-то это связано, и мне вот, когда я просыпаюсь, намного легче играть. Хотя я, ну, типа, прекрасно понимаю то, что если бы я размялся, возможно, получилось бы, ну, лучше. Чтобы день начался хорошо, мне нужно проснуться будучи чемпионом Invitational. Выспаться. Просто не знаю, у меня какой-то режим идиотский. У меня какой-то американский режим, я встаю в 3 дня просто, ну, если бы я жил в Америке, я бы вставал в 7 утра. Соответственно, я американец. Ну, 5 лет, думаю, точно уже такого просто тренировочной рутины. Мы особо не такая команда, которая прям отдыхает. Постоянно мы больше тренируемся, чем отдыхаем. Из этих несколько месяцев там пару недель отдохнуть или неделю. А так вот уже лет 5 точно. Естественно, очень много было сложностей. Было такое, то, что и перегорание я ловил, то, что постоянные у тебя тренировки, у тебя нет времени, грубо говоря, там, на личную жизнь или еще на что-то. Также очень сложно вливаться просто в жизнь, когда у тебя закончился турнир, и ты куда-то возвращаешься домой, и у тебя нет тренировок. То есть, по сути, всем, чем ты занимался в жизни, ты тренировался там, к турниру готовился, а ты приезжаешь, у тебя полностью свободный день. И нечего делать просто. Ты лежишь и думаешь, а что делать? И вот такое бывает. Ну, то есть, на самом деле, если все думают, что жизнь киберспортсмена, она легка и проста, сидишь, играешь, ничего не делаешь, зарабатываешь деньги, там очень круто ездишь, путешествуешь. Нет. Не все так просто, как кажется. Нет, ну, естественно, я очень рад, что я вообще добился того, о чем мечтал, что зарабатывать с помощью компьютерных игр, стал проигроком. Ну, это круто. Немногие смогли дойти до такого уровня. Если я начинал в 18 лет, ну, что этот человек из себя представляет в 18 лет? Ничего не понимает, ничего не может, ничего не знает, ничего нет. Вот, все кардинально поменялось. Я, ну, грубо говоря, живу в своей квартире, женился, завел кучу друзей, как бы, ну, имею стабильный доход. Мне кажется, в целом я изменился
В некоторых моментах стал спокойнее относиться, в некоторых, наоборот, больше переживать. Допустим, за тот же Инви я больше переживаю, чем за другие турниры. Так в целом ничего особенного не поменялось. Как вот работаю, так и работаю. Не знаю, денег больше заработал, чем было. Меня устраивает, как все сложилось. В принципе, ни на что не жалуюсь. Я хотел быть тем, кем я в итоге стал. Все. Я доволен. В чем сила? В синергии, в том, что мы друг друга знаем с игровых, так сказать, пеленок. Умеем решать конфликты, не руиня при этом состав, хотя куча составов на этом рушится, потому что люди просто не умеют говорить с друг другом. Мы умеем. Безусловно, конфликты есть всегда и будут. Такие обсуждения опасные, которые могут приводить к каким-то конфликтам и так далее, мы можем это избегать, мы можем из этого вычленять какие-то полезные моменты, чтобы импровиться, и это наша главная сила, то, что мы просто уже не знаю, сколько лет вместе. Ну, именно этот состав мужиков, костяк без меня, он вообще просто бесконечно лет вместе. Там Джойстик с Шепардом, в принципе, с самого начала. С Данилой они, там, грубо говоря, на 1,5-2 года позже. И с Олвейсом тоже где-то на 1,5-2 года позже. То есть, мужики очень давно уже вместе. Со мной даже уже, получается, тоже 2-й год пошел. Синергия, понимание, отношения, профессионализм какой-то. Точнее, я бы даже это назвал, типа, не профессионализм, а... просто мы очень такие заядлые геймеры. Нам, в принципе, просто нравится и тренироваться, и компетитив рубить. Это просто интереснее, чем просто играть в комп. То, что ты встал, 300 отжиманий, 200 подтягиваний, сел за комп, потом сыграл праг, после этого сел, 20 демок разобрал, 300 страт скоммуниздил, 200 страт адаптировал под себя. У нас такого нет, мы просто играем душой, четко, ясно, понятно, вообще без какой-либо хуйни. Иногда мы, так сказать, ловим волну, ловим вайб, и на этом вайбе можем любой турнир выиграть, но под конец постоянно этот вайбик теряемся и не дожимаем немножко. Это как поговорка «не с той ноги встал». Вот, примерно то же самое. Наша сила в том, что мы можем легко понимать друг друга, что кто хочет. Плюс-минус у нас одно общее видение. В целом, я считаю, что мы очень сильный состав, и просто если чутка повезет, и мы чуть поработаем, то должно все нормально быть. На мажоре в Монреале мы заняли 3-4 место. С Божьей помощью туда отобрались. И нам надо было, вроде бы, достаточно было того, чтобы выйти в плей-офф. Нам это удалось. Но на самом деле не сказать, что мы были там в хорошей какой-то форме. Показали достойный результат. И если бы в финальном матче немножко был бы другой распик карт, то, возможно, мы бы и в финале поиграли. Но получилось, как получилось. Блять, полуфинал просто провалил без шансов. По сравнению с тем, что я делал в групп-стейдже и с фальконцами в игре, вообще, типа, импакт упал процентов на 80. Мало говорил, мало делал. Если учесть то, что мы вышли с этого турнира на Invitation, на самый мейн-турнир, и, в принципе, это был главная цель игры на мажоре была, чтобы выйти на Invitational. Мы свою задачу выполнили, я считаю... Мы молодцы. Даже при том, что мы проиграли полуфинал, тут больше нечего сказать. Мы даже карту отжали. То есть мы даже неплохо сражались. Я думаю, это был неплохой турнир. Это, конечно, круто, но всегда хочется большего, всегда хочется первое место. Поэтому всегда есть куда стремиться, над чем работать. На том мейджоре мы выяснили для себя некоторые правки для маппула. Немножко его пофиксили, чуть-чуть другие карты, чуть-чуть другие точки. И более детально как-то рассмотрели наши какие-то уязвимые места. Перед мейджором, в принципе, так сложилось, что Always чуть-чуть повыше встал в плане, не ответственности, а как принятия решений скорее. Потому что он, грубо говоря, на своем горбу в соло вытащил нас на мажор, а тем самым, уже на мажоре, успешно выступив, мы получили достаточное количество очков, чтобы попасть на Invitational сейчас. Поэтому все заслуги только его. Я в целом доволен, потому что топ-3 — это неплохой результат. И приятно, что даже в такой неудобной для нас мете мы все равно занимаем топовые места. С учетом того, что у нас была тяжелейшая групповая стадия, где мы сыграли с топ-1 NA, с топ-1 Бразилии, с топ-1 Европы. Это было очень тяжело, и мы наконец-то все-таки пробили это проклятие группы. Просто в АСМ нас переиграли, и так получилось, что 3-е место. Роль именно лидера, капитана, прям такого полноценного, я беру на себя не каждую игру, потому что тоже нужен правильный настрой, может, какая-то злость или так далее. Перед мейджором, когда мы на мейджор выходили, у меня как раз-таки, уже просто вот эта злость смотивировала меня
очень серьезно подготовиться к оппонентам, и тем самым я взял на себя полностью ответственность за матч, всеми командовал. Каждый раунд я знал, что мы будем делать или как мы будем делать. Но это и команда нам позволяла, потому что команда очень скриптово играла, поэтому было довольно легко. А так в остальных матчах, вот на самом мейджоре, допустим, ты никогда не можешь понять, как команды будут играть. Во-первых, потому что это LAN, во-вторых, потому что команды из других регионов. И ты, наверное, вообще никогда ты не знаешь, что будет происходить в матче. И на самом мейджоре вот это вот, я не знаю, волнение, давление, страх, может, какой-то, это на самом деле очень сильно мешает думать. Вот это капитанство очень тяжело дается. И не сказать, чтобы у нас прямо на самом мейджоре был какой-то явный такой капитан. Там больше именно командная работа была. Да, и что-то обычно, когда мы что-то новое пробуем, это именно моя инициатива. Но не могу сказать, что я там какой-то капитан или что-то. Все так же, как и раньше. У нас мы это одеяло капитана просто постоянно друг на друга перетягиваем. Пашок, я, Шепард. Как-то так. Ну и также мы решили поменять тренера. Старый тренер Жека, он будет на роли аналитика, который раньше занимал. А тренером решили попробовать взять Каржеку. Все, наверное, его знают, в принципе, в СНГ. А причина этому, потому что мы считаем, что нам нужен более... В общем, у нас разные версии есть. Хочется либо больше в сторону, как это сказать, более эмоционального тренера, который там будет вас заряжать, там что-то, какие-то правильные вещи говорить, либо наоборот в сторону больше тактического тренера, который будет вот прямо чисто сухие тактики говорить, что сделать, как-то. Ну вот мы, короче, пока что в процессе мы метаемся пока от одного к другому и думаем. Тяжело сказать насчет импакта тренера в игре Rainbow Six. Я знаю, как работают команды а-ля там G2 каких-нибудь. Ну, в принципе, я только вот за них могу пояснить, то, что у них там тренер, это просто всему голова. Он говорит, что играть, какие карты играть, какими героями играть, какие страты играть. Просто чел бесконечно все им говорит. У меня есть предположение, что только в их команде тренер имеет типа вообще какой-либо вес. Потому что в других командах, как правило, вес имеют все-таки 5 игроков, нежели тренер, потому что игрокам играть, а тренер дает советы, наставляет, мотивирует, указывает на ошибки, может в нужное русло пустить, скажем так, да. У нас это как шестой игрок, только который не играет. Но он, опять-таки, высказывает свое мнение, дает советы и свою точку зрения направляет, говорит, кто прав, кто не прав, чтобы разрешать споры. Я не вижу в этом ничего такого страшного. Все равно для меня исполнителями являются игроки. И я иногда лично не понимаю, когда переваливают ответственность всю там на тренеров или так далее, потому что в первую очередь это ты совершаешь какие-то решения, которые связаны на карте. Вы играете как команда впятером, и тренер не сможет вам за одну секунду там что-то такое сделать выдающееся, что вы резко там заиграете или закомбэчите. Поэтому для меня тренер это больше как что-то вспомогающее составу, нежели человек, который должен отвечать за все результаты. А что для тебя Инви одним словом? Одним. Инви мечта. Ну, мечта. Мне хочется поднять вот эту молоток, кувалду и так далее. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. И сдережка. Постучал. Турнир года, турнир жизни, я не знаю. Самый топовый турнир в Радуге. Престиж. Престиж? Ну, раньше я бы сказал турнир года, но так как есть Риад, к сожалению, пришлось подвинуться Invitational. Но просто классный турнир, на котором я был какое-то количество раз подряд. Я просто уже не считаю. Но какие-то пришлось пропустить. Вот. Всегда приятно там побывать. Хорошая сцена там практически всегда. Никогда не подводят ни практисы, ни какое железо, ничего там не подводит обычно. Всегда все на высшем уровне. Долгожданная победа, я не знаю, не получится одним. Ну, сколько мы лет уже пытаемся поднять этот молоток, и с каждым годом, к сожалению, занимаем близкие места к топ-1, но топ-1 еще не было. И я думаю, каждый в этом составе хочет очень сильно наконец-то это совершить. Ну, в самом начале года, но как-то он считается как конец сезона, и он поэтому не чувствуется как прям турнир в начале года. Ты, по сути, как играешь Инви, закрываешь сезон, и уже настраиваешься, что вот у тебя начало года как раз игрового идет. Не, это считается как вот конец сезона, ты вот весь год к этому шел, тренировался, и тебе надо вот
чтобы тебе повезло. Ну, мы стараемся, вот, в принципе, за вот этот опыт ланов последних, мы стараемся понимать, что то, что мы делаем в онлайне, не будет работать на лане. Мы понимаем, как надо играть на лане, и чтобы к этому подготовиться, надо сидеть в онлайне и улетать. Потому что то, что мы будем делать в онлайне, не будет работать в онлайне, а на лане это будет работать. И поэтому тебе приходится сидеть просто в тильте, в ярости, играть, тренироваться, понимать, что ну вот это должно сработать все-таки на лане. Потому что ты понимаешь, что ну, многие вещи по-разному играются вообще. И отношение будет разное у игроков во время матча и во время тренировок. Это вот самое сложное, и думаю, это вот самое важное, что мы поменяли, это именно подход к лану. То, что мы не просто продолжаем делать типа то же самое, а немного меняем вообще ну, понимание того, как мы хотим играть. И стараемся делать больше вещей, которые рабочие на лане. Чтобы не завышать ожидания, я бы сказал, 20%, может, мы усилились. По пониманию, по подходу, по мете, так сказать. Мне кажется, мы в этом плане усилились. Ну, к Инви мы начали еще готовиться сразу после мейджора. Решили поменять мапу, пересмотрели большинство стратегий на картах, на проблемных картах. Решили наиграть карты другие, помимо наших сильных, потому что мы как раз-таки хорошо играли только из-за чего? Из-за того, что мы играли, по сути, 2 карты, которые нам давали играть. Буткемп будет в Далласе. Готовиться будем так же, как и на любом другом турнире. Специально устроили нам буткемп в Америке, чтобы мы успели поиграть со всеми командами, которые туда приедут заранее, так же, как и мы. Это всегда, на самом деле, очень сильный буст в плане опыта, вообще понимания того, как разные регионы играют. Потому что, к примеру, в Бразилии у нас не получилось попасть раньше на турнир, чтобы там поиграть тренировки с другими регионами. И получилось так, что мы месяц готовились в Европе, когда все оттуда уехали, кто участвует в турнире. И мы там играли с Т2 сценой, с теми, кто там решафлится. В общем, была очень, очень некачественная тренировка. И мы потом приехали через месяц на турнир, и за 3 дня праков мы осознали вообще все, что мы делали. Это была полная херня. И за 3 дня мы получили намного больше опыта, не знаю, раза в 3-4, чем вот за месяц, который мы провели в Европе, когда все оттуда уехали. Поэтому сейчас мы рассчитываем конкретно за, сколько у нас там, 10 дней примерно, ну, может, неделька, где-то так, конкретно основаться, понять и придумать какие-то новые идеи. Эй, ты что такой мощный? В точке X получил я скиллы мощные в 3 сосудах и прокачал все 3. И теперь X-Turbo мощь внутри меня. Мощно. X-Turbo, что за мощь внутри тебя? Ну, мы немножко поменяли идентичность свою игровую. Мы сейчас имеем другой подход по сравнению с Монреалем, хотя очень мало времени прошло, но у нас сейчас просто подход такой, чтобы именно ебашить, так сказать, максимально плотно, чтобы вообще челам не оставлять шанса, то есть это пикать всяких мерзких, ублюдских героев. Вообще вот всегда, когда дают, максимально обузить всякую херню, которая душит челов просто своим присутствием на карте. И вот это такая минимальная смена идентичности, но в контексте нашей команды и нашего стиля, то, что мы особо ничего не меняем и так далее, я считаю, это большой импрув. Не знаю, как это себя покажет, но мы много старались над тем, чтобы просто форсировать самих себя, играть на том, на чем мы не любим играть, на чем мы не умеем играть, чтобы научиться на этом играть. Я имею в виду оперативников. Ну, также я имею в виду карты определенные. Мы немножко пересмотрели этот подход. Но я считаю, что мы неплохо подготовились, плюс отдохнули. Соответственно, есть рвение, есть мотивация и желание. И сам факт, что это главный турик года, это как бы само за себя говорит. Мы будем стараться на полную. Мы всегда максимально близко, но не рядом. Надо просто надеяться и верить, и продолжать работу. Это думать, то, что вот точно, сейчас. Не, так никогда не работает. Победа придет, когда не больше всего не ждешь. Мы просто играем, а там больше будет. Ну, а ты сильно расстроишься, если что-то прям, плохо не получится? Да, я плакать буду. Без шуток буду плакать. Потому что Инве — это ужас. На Инве мы Бразилию, когда проиграли, мы вышли. На улице дождь прям пошел в эту минуту. И ты просто стоишь, дождь идет, и очень грустно. Потом всегда вот после турниров, когда вылетаешь, еще в этом автобусе едешь, и просто, все грустят, и ты просто в тишине едешь, вот минут 30 молчишь и думаешь просто, да как же так? Это проигрывать не круто. Если так рассудить, то я думаю, что мы могли бы сделать еще больше.
Ну, короче, всегда есть к чему стремиться. Я не могу говорить, что это прям вот максимум, потолок, который мы сделали, потому что всегда есть, что ты мог еще больше сделать. Как бы, да, это хорошо, то, что у нас есть и буткемп в Америке, чтобы заранее подготовиться, и новый тренер, и мы сами очень много чего нового придумываем. Я не хочу говорить, что там шансов много или шансов мало. Я просто хочу быть уверен в команде, и все, для меня этого достаточно. Я думаю, что сейчас очень много будет хаоса, нереально много, потому что добавили нового щитовика. Теперь у Сенса поменяли дымы, через него не видит Варден. Какие-то агрессивные стили, потому что даже в Европе сейчас некоторые команды играют очень хаотично, что до этого не так часто встречалось. И тем более мы не играли с другими регионами, это там Бразилия, Америка, АПАК. То есть я думаю, что очень много хаоса будет, и надо быть к этому готовым, чтобы просто всегда ждать, что в любую секунду просто могут к тебе вбежать и быть всегда начеку. Ну, метод, что там, 5 щитовиков взял, побежал, Сенса раскидал, канделки кинул, смачки раскидал, глаз зашел и план поставил. Вот такие, я думаю, будут примерно атаки. Стратегий прям новых навряд ли увидим. Я думаю, ну, типа Сенса бафнули. Очевидно, то, что стенка поднимает, опускает. Будет очень много ББ, очень много Деймоса. Ну, по факту будут все самые имбовые противники и что-то завязанное на них. Ничего особо, я думаю, нового прям сильно кардинально не будет. Раньше у тебя были опции, там, типа, какие-то оперативники, завязанные на ютилити, то есть там Капитао, Грим, не знаю, что там еще раньше, ну, типа Глаз. Такие вещи какие-то, ну, прям основательные. Или там какой-то пропил, типа Маврика, ну, которые кардинально игру меняли и считались, типа, самыми, ну, опишными, типа, сильными. А сейчас все свелось к тому, что сейчас вот какую точку не возьми на карте, самое сильное, что ты можешь придумать, это забежать туда щитовиком, допустим, блицом, и ослепить человека, и типа, ну и все, это фрифраг. Это самое сильное, что сейчас можно придумать, грубо говоря. Ну, конечно, если там есть определенный контракт, типа там Вардена или еще. Но, опять же, никто никогда не знает, в какую дверь ты побежишь, какую точку ты будешь убивать, и не всегда к этому можно подготовиться, и это все можно задронить, понять и ну, сделать правильный выбор. У тебя есть принципиальный соперник на Инди? Команда или игрок? Вся Бразилия. Просто любая бразильская команда – принципиальный соперник. Очень приятно, когда ты выигрываешь бразильскую команду. Я этого давно не испытывал, поэтому хочу опять это испытать. Наверное, Бенджи мастер. Просто нравится. Хотелось бы выиграть их. А мы с ними в одной группе как раз. Ну, посмотрим, как будет. Принципиального нет, потому что уже как будто у нас, из-за того, что мы такой долгий состав, у нас как будто со всеми уже, ну, плюс-минус, типа, какая-то история есть со всеми оппонентами, и как будто каждый уже практически принципиальный. Если ты играешь с оппонентом, которым ты до этого не встречался, ты думаешь, ну, надо показать, что мы сильнее, а если встречаешься с тем, с кем ты встречаешься, если ты встречаешься с тем, с кем ты встречался, то ты либо у тебя прошлый матч вы проиграли, ты хочешь отомстить, либо вы выиграли, и они хотят отомстить. То есть как будто у нас, как у такого долгоиграющего состава, плюс-минус почти все принципиальные соперники, и нельзя кого-то выделить прямо отдельно. Это спроя сколько? Может быть, 2 года. Ну, плюс-минус 2 года, думаю. 3-й год уже как. С 2020-го или с конца 19-го. В Virtus.pro я примерно 3 года. ВП, я, если честно, не знаю, я не считаю. Для меня время, оно ушло, пришло. Ну, 2 года, я не знаю. И честно, вообще даже без понятия. Но это звучит очень громко. Я могу выделить только какие-то вот изменения просто в том, что я стал больше зарабатывать, больше себе позволять, могу купить, что хочу, могу слетать, куда хочу, ну, относительно. То есть есть возможности дает Virtus.pro. Больший груз ответственности лег на меня. Именитая организация, с большой историей, топ-1 СНГ организация. Причем организация, это, как я раньше говорил, моего детства. Просто вот, ответственность, все. Отношения более качественные между организацией и игроками. Как-то чувствуется уровень, что ли. И, ну, чувствуется стабильность, скорее, больше. Нет такого, то, что типа ты смотришь завтра и не понимаешь, что с тобой будет. Как игрока, наверное, ничего не изменилось, потому что, я считаю, остался с тем же составом, организация поддерживает, а вся основная, так сказать, деятельность игрока, она заключается больше не там, в каких-то организационных моментах и так далее. Это больше как командные там тренировки, разговоры, и ты больше времени проводишь с командой явно, чем в разговорах с организацией, поэтому особо ничего у меня не поменялось за это время. Как до этого играли турниры, как сейчас играем турниры, условия лучше. Что? Да все круто, не знаю, все ок. Как было круто, так и есть круто. Мы сильно особо не обсуждали. Мы
и так знали, что если нам предложат, то мы все равно переподпишемся. Я написал менеджер, давай переподписываться, все, конец. Да все быстро, все вопросы мы, в принципе, уладили, решили. Обычно тебе предлагают, говорят, такие-то условия, такой-то срок. Ты думаешь, обсуждаешь со своей командой, говоришь, что тебе нравится, что не нравится. Организация идет тебе навстречу, рассматривает другие варианты. Сразу понимал, что перспективы будущее, опять-таки, меня устраивают именно в этом коллективе. Я лучше стака даже в теории на русском языке не соберу, очевидно. И никто не соберет, потому что таких игроков просто больше нет в русском сегменте, к сожалению. Но сам факт, то, что это лучший состав, который я могу сейчас иметь, это 100%. И рассуждая с этой точки зрения, не переподписываться была бы ошибка. Поэтому вот мы с мужиками, соответственно, решили, что мы остаемся вместе. То, что мы сохраняем возможность играть в пролиге еще на 2 года, продолжаем это, держимся тем же костяком. Если в целом я могу сказать, что у нас до этого были небольшие разногласия, то сейчас все стало лучше в плане условий на буткемпе, вообще буткемпов в целом. То есть сейчас гораздо проще стало планировать свой год. То есть ты заранее можешь выбирать, когда тебе подготавливаться, когда тренироваться. Вот сейчас буткемп будет в Америке. До этого мы не ездили на буткемпы именно в локации, где будет происходить турнир. То есть условия улучшаются. Мне Virtus.pro нравится, что организация учитывает мнение игроков. Если у нас были, допустим, какие-то претензии, когда мы только пришли в эту организацию, видно, что организация исправила эти недочеты и растет. И это приятно наблюдать, и приятно как игроку выступать за такую организацию, которая слушает мнение о себе и справляется. Я думаю, это вот самое важное для меня сейчас. Кстати, не забывайте, что у нас вышел скин. Не забывайте поддержать нас перед Инви, перед таким важным событием. Для нас это будет, мне кажется, лучшая поддержка, что вы можете сделать. Поэтому покупайте, одевайте, носите. На здоровье. Новый скин мне понравился. Я себе его взял и бегаю с ним на лижине и всех уничтожаю. Самый первый же час, когда он только вышел, я его сразу активировал и надел. И пошел с ним играть. И вам советую прикупить его в магазине. Там еще и карточка. Огонь. Вам один клик, а нам очень приятно. Поддержка ваша очень важна. Спасибо большое. Если вы купили уже скин, если еще не купили, то поспешите, потому что однажды его не будет больше в магазине. Ну, если бы весь турнир игрался на сцене, было бы, конечно, замечательно. Намного, мне лично, удобнее и приятнее играть, когда ты привыкаешь к своему месту рабочему. И чтобы привыкнуть, мне нужно время. А так как сначала мы будем в практисе, потом кабинки, а потом после кабинок еще привыкать к сцене, тоже шум толпы, новые столы, сцена трясется, еще что-то там. Короче, лучше сразу все на сцене игралось. Я пока что сильнее зала, чем в Бразилии, не видел. Мне кажется, такое навряд ли когда-либо повторится. После такого уже трудно удивиться или ждать чего-то. Ну, никто из родственников, так скажем, не поедет. Ну, болеть, конечно, будет вся семья моя, девушка, друзья. Это очень приятно. Мама каждую игру смотрит, бабушка тоже каждую игру смотрит. Папа говорит, я не могу смотреть. Я говорю, я бы тоже не смотрел. Не смотри. Потому что наши игры это какой-то экстрим, если честно. Вот смотреть эти игры, это опасно. Поэтому я его понимаю в этом плане. Скорее всего, там будут какие-то америкосы, которые там давно за мужиков топят еще со времен Empire. Очевидно, я там не фаворит в этой тусовке, так сказать. Там, скорее всего, они просто скажут Шепард, Gold, как обычно, просто джойстику, просто всего джойстика вылежут. Ну, а мне как бы нормально, я с ними в команде играю, я не против. Поэтому, если придут иные болельщики, большущий респект. Всем автографы, фотки и так далее положены, безусловно. Если выйдем на сцену, там будет по-любому автограф-сессия, и всем фанатам воздастся. Наш фанат самый лучший. Конечно, я ожидаю увидеть. Кто-то точно будет прямо именно за нас, только за нас болеть. Поэтому надо не подвести фанатов, выйти в плей-офф и порадовать их игрой на арене. Первое место — это наследие считаться будет, ну, наверное, да, за наследием. Ну, и с деньгами, конечно, как без них. И затем, и затем. Ну, за наследием в большей степени. Пока что я чувствую, что мне все еще очень мало лет, и я все еще ничего не достиг, и чтобы что-то достичь, надо что-то выиграть, чтобы что-то выиграть, надо что-то выиграть. Гениально. Но, типа, у меня пока цель number one — это выиграть турик, жирный какой-нибудь вкусный турик, стать чемпионом. Это самое нужное, что мне нужно. В 2019 году один раз выиграли турнир, и всегда очень-очень близко вот подходим к тому, чтобы занять топ-1. Но пока не выиграли.
Поэтому это, наверное, цель номер 1 сейчас. Не знаю, банально скажу, но заново полюбить игру. Потому что как-то за 8 лет немножечко подостыл, если так сказать, да. Вот, и требуются какие-то... В общем, какие-то движения разработчиков хочется увидеть, чтобы, ну, заново захотелось играть. Не то, что прям обновление крупное, а просто чтобы не так хуёво играть было. Но нет, есть разные вещи. Есть конкретный запал к игре, а есть запал к киберспорту. Это разные абсолютно вещи. Вот, ну, грубо говоря, я не могу сказать то, что меня прям держит конкретная игра. Меня держит конкретно моя команда. Мне нравится играть, вот именно добиваться успеха со своей командой. Я думаю, мотивация всех киберспортсменов в целом это какой-то соревновательный дух, что, ну, неспособность принять поражение. То есть, если ты проигрываешь, ты не можешь с этим мириться. Деньги круто, конечно, но пока у меня наследие в первую очередь стоит. Хочется повыиграть побольше турниров, а если ты выиграешь больше турниров, у тебя будет и больше денег. Именно как отдельно за деньгами гнаться, пока нет такого желания. Хочется вот именно почувствовать, каково это быть прям чемпионом на каждом турнире. Если бы не киберспорт, то что? Вот это вообще очень хороший вопрос. Я не знаю, чем бы я занимался. Думаю, у меня очень сильно душа лежит к сноуборду. Возможно, я бы что-то там бы делал, там, я не знаю. Без понятия, что. Не знаю, как дело пойдет. Я вот так живу, по течению плыву. Куда заведет, там и окажусь. Не знаю, самое легкое, наверное, IT. Тут хотя бы экшен. Так, качельки такие эмоциональные. Интересно. Постоянно в каком-то движении находишься, о чем-то переживаешь и так далее. А на работе что? Рутина. И рутина это еще хуже. Ну, для меня лично мне было очень тяжело. Мне кажется, я бы не смог. Просто на обычной работе работать там каждый день, ходить с 8 до 5, выходные там ждать, вот как в школе вот это вот, ждать выходные за копейки там. Ну или не за копейки, да неважно, деньги не главное. Рутина нет, рутина это вообще ужас. Гроб? Гроб? Гроб. Гроб? Ну, сыграл бы в ящик. Да не знаю я, ну, что, если не киберспорт. Топ-3, я думаю, это единственное, что может быть удовлетворительное на инве. Все, что ниже, это провал. Самый важный турик года. Чудом вышли, надо за таким следить. Мы очень старались, очень готовились, чтобы вообще проявить себя. У нас все-таки незаконченная работа с прошлого года висит. Как минимум 2 место желательно, да? Но кто знает, как все пойдет. Но опять-таки просто хочется сказать, чтобы ребята нас не оставляли, поддерживали, писали позитив какой-то, несли нам позитив, мы будем стараться его возвращать. По классической дорожке это инви, не знаешь, как что будет, но, скорее всего, будет просто жесткий разъеб по базе. Так что следите, подписывайтесь, болейте, жду всех на трансляциях. Такая тема. Спасибо вам большое, ребят, за то, что пишете положительные комментарии, за то, что ждете нашу игру на инве. Надеюсь, мы вас там порадуем. И не забывайте болеть за нас, приходить на игры. Мы ждем этой поддержки, потому что без вас кто за нас будет болеть? Кто, если не вы? Все? Да. Мега кайф. Ура!